Всем привет! Сегодня будем делать поделку-переделку из обычной пластиковой бутылки. Нам нужно отрезать вот эту часть и разрезать. У меня есть тут удобно так полосочки, но можно и без полосочек. Вот таким образом. Это будет такой вот светильник своими руками. Необычный такой ночник. У меня ребенок в последнее время очень боится спать, и в такие моменты я ей предлагаю сделать какой-нибудь очень необычный светильник на ночь, который ее якобы будет охранять. Вот, и так мы с ней договариваемся, так мне проще ее уложить спать. Сейчас, конечно, взрослым тяжело, а детям так тем более надо придумать что-нибудь такое сказочное, необычное, что будет отвлекать. Как всегда, использую самые простые материалы из того, что есть под рукой. До этого делала из ниток очень необычный такой светильник по мотивам дизайнерских работ. Ох, елки, забыла как дизайнера зарубежного. Ну, увидите этот мастер-класс, я оставлю ссылочку вверху. Очень такая необычная штука получилась, мне самой очень понравилась. А в этот раз вот надо что-то быстро сообразить на вечер. Я взяла бутылку, и сейчас я вот таким вот образом, поджигая зажигалкой немного, формирую такие изгибы. Она загибается в разные стороны. Ее можно вот так выправить, если вам не нравится, куда она загнулась. Бутылка очень хорошо поддается пальцам. Можно сформировать какую-то свою такую форму, которую вам нужно. Так вот я вот эти краешки подплавляю и изгибаю. Можно, кстати, их вырезать в форме лепесточков и поизгибать, тогда это больше будет похоже на цветок. Но мне хочется такую, знаете, арт-форму такую, какую-нибудь такую необычную придать им, поэтому я не стала вырезать лепесточки. Это такой простой, доступный мастер-класс, ничего тут такого сложного нет. Но получается штука очень интересная. Сейчас мы эти краешки подплавим. Можно этого не делать, можно прямой сделать, такой без всяких изгибов. Можно порезать на тоненькие такие полосочки, совсем тоненькие, и их расправить вот так вот, как бахрому. То есть здесь вариантов для творчества масса. Ну, мне хочется сделать вот какую-то такую скульптуру. Вы меня все время спрашиваете, не пожароопасны ли такие вещи. Напоминаю, обязательно нужно использовать лампы не нагревающиеся. Это LED лампочки. Вот у меня еще тут завалялись пайетки, как же ж без блесточек. Дети их любят, а и что уж там, я их люблю. Всякие блестяшки, бусинки. Можно вот такие вот взять. Они копеечные. Есть на метраж продаются, есть в баночках там всяких в магазинах с мелочевкой. И теперь я их буду в хаотичном порядке приклеивать к моей бутылке. Это можно сделать прозрачным канцелярским клеем. У меня его сейчас нет, поэтому я использую горячий. Но канцелярским будет удобнее, не будет вот этих ниточек, которые нужно будет убирать. В хаотичном порядке, не слишком плотно. Прикольно еще смотрится, когда вы где-то не плотно их приклеили, а где-то более плотные. Такие переходы получаются. Некоторые пайетки я даже приклеиваю не прямо, а вот так вот немножко, чтобы они торчали. Особенно хочу это сделать на вот этих вот изгибающихся сверху штучках, которые я вырезала. Чтобы вот максимально пайетки ловили свет со всех сторон и отражали его. Так будет интереснее смотреться. Изделие получится воздушное, переливающийся. Вот такой вот необычный светильник своими руками. Из подручных материалов. Мама, которая очень хочет поспать ночью,
вот избежать истерик. На ночь глядя занимается вот таким вот творчеством, рукоделием. Ну, может, у вас такая же ситуация. Детки сейчас очень плохо спят, переживают эти сирены. Поэтому выручает очень даже такой способ на ночь придумать что-то сказочное. Вот что у нас получилось. Сейчас доделаю такую штучку необычную. Мы как раз сказку недавно читали про каменный цветок. Вот нам будет такой вот воображаемый цветок-светильник. Некоторые пайетки приклеиваю не прямо, а вот так вот слегка, чтобы они выступали. Получается, что он лучше ловит свет, переливается, такой красивый получается. Вот такие вот, смотрите, есть светодиодики. Они могут быть мерцающие, могут прямо светиться. А в магазинчиках Fix Price со всякой мелочевкой. Они копеечные буквально, они бывают цветные, бывают белые. Вот так он выглядит внутри, если его достать из свечки. Из этой разной формы они бывают. Вот они отлично подходят для таких вещей. Они не греются, красиво блестят и очень долго хватает батареек. Вот на месяц точно. Он у нас уже очень давно, даже несколько месяцев, наверное, такой светильничек. Вот и получается такая необычная штучка. Отвлекает малышню, выглядит симпатично. Вот и делается очень быстро, просто и из подручных материалов. Друзья, большое спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Большое спасибо вам всем.